Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Учился этому движению у лучшего. Девятое место. Освежил в памяти прекрасное и пошел дальше. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чангук и Тэхён гордо держались за руки, пока их родители видели это». Родители Вигу одобряют их романтические отношения. Они полностью приняли это, и это было так важно. Вигу, очевидно, хотят, чтобы их родители приняли их любовь. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Хочу напомнить историю этого фото. На эфире Тэхён засветил нам его и как бы невзначай сказал, что эти кадры были сделаны, когда они с Чангуком путешествовали вместе и снимались не для какой-то там официальной фотосессии, а просто наряжали друг друга в свое удовольствие. Для себя. К слову, Тэхён был одет в платье. Мелочь, но приятно, да. Чангук и Тэхён использовали линию одежды, которую в Корее носят родители, семейные пары с детьми. Ну что тут еще скажешь, Чангук и Тэхён играют в дэдди и маме. На этом у меня все. Ручка занемела. Седьмое место. Когда Чангук на интервью выпал из жизни, Намджун попытался вернуть его в реальность, указав, где камеры и в какую сторону ему нужно смотреть, но куда там. У Чангука свой совершенный вид, и пусть весь мир подождет. Шестое место. Поведение пары. Тэйкук – это восхищаться его мышцами. В одном из эпизодов Чангук и Тэхён сделали своими руками сувенир, в котором два кролика сидели рядом друг с другом. Тогда Чангук прокомментировал: «Это Тэхён и я». И сидели эти двое, сияя от счастья. Пятое место. Чангук – красивый вид, да? Совершенный, я бы сказал.
4 место. Забота. То, как бережно Чангук придерживает Тэхёна, чтобы тот не упал. Третье место. Новости. Статья Нанеева. BTS начнут полноценную деятельность, когда в июне вернутся остальные участники. Известно, что они готовят новый полноформатный альбом и мировое турне в честь десятилетия альбома The Most Beautiful Moment in Life. Так удобнее. Weverse достиг значительного рубежа в 4-м квартале. Число активных пользователей в месяц, МАУ, превысило 10 миллионов, что является самым высоким показателем села 3-го квартала 2023 года. Чангук сыграл ключевую роль в этом достижении, привлекая 20 миллионов зрителей в режиме реального времени во время своей прямой трансляции, что привело к увеличению числа МАУ, сообщает K-Media. Чангук такой счастливый рядом с Тэхёном. Каллиграф выиграл специальный приз на конкурсе каллиграфии и живописи с отрывком из песни Тэхёна Сынари. Я выиграл специальный приз за написание части текста песни Сынари Тэхёна, написанной каллиграфией. Это песня, которую я действительно люблю. Мелодия хороша, но текст настолько прекрасен, что я был так счастлив, когда работал над ней. И я был так счастлив выиграть специальный приз за эту работу. Искусство тянется к искусству. Он же буквально сияет. Пост Тэхёна в Фанкафе, 2016 год. Мне следует сосредоточиться только на себе и своем счастье, но я понимаю, что такое счастье временно и не длится долго. После мероприятия я встретил своих родителей, друзей и старших братьев, которых давно не видел, выслушал много советов и историй. Тогда я почувствовал, что счастье, которое я испытываю в одиночестве, не является настоящим. Скорее, счастье, основанное на обмене, это то, что я считаю истинным счастьем. Причина, по которой я хочу публиковать видео и фотографии в Фанкафе и общаться с другими, заключается в том, что я не хочу чувствовать себя счастливым в одиночестве. Я хочу поделиться своим счастьем. Так давайте и дальше будем счастливы вместе. Ай, это слишком для моего сердца. Если бы комфорт был человеком.
Его андеркат – еще одна моя Римская империя. Расскажу вам историю, как Тэхён написал пост в своем влоге о кавере. Это Ким Тэхён, и я впервые выпускаю кавер-версию. Я задавался вопросом, на какую песню сделать кавер, и с помощью Твиттера ARMY предложили мне Someone Like You. Я услышал эту песню и подумал, как бы она звучала в моем исполнении, поэтому я попробовал спеть ее. Я проспойлерил об этом в Твиттере и написал в фан-кафе о том, что не только Чангук может исполнять каверы, но никто не понял моего намека. Причина, по которой я хочу публиковать видео и фотографии в фан-кафе и общаться с другими, заключается в том, что я не хочу чувствовать себя счастливым в одиночестве. Я хочу поделиться своим счастьем. Так давайте и дальше будем счастливы вместе. Ай, это слишком для моего сердца. Если бы комфорт был человеком, его андеркат – еще одна моя Римская империя. Честно говоря, я также записал Соуфа, как и Чангук, но подумал, что мы не должны пересекаться, поэтому остановился на Someone Like You. Поскольку это был подарок, я не хотел просто подарить вам песню. Я стал еще и режиссером. Мне показалось, что снять видео будет круто, поэтому я сам планировал, как руководить камерой. Я зашел в переулок возле дома и очень быстро снял материал за 16 минут и вернулся в общежитие, потому что было холодно. В любом случае, даже если чего-то не хватает, пожалуйста, послушайте песню, продолжая дарить мне любовь. Ах, мне неловко. Просто давайте послушаем. Ким Тэхён, Someone Like You. Можем ли мы поговорить об этом движении Чангука? Двойственность Тэхёна на большом экране. Чангук на Мама 2018. Первое фото Намджуна в 2025 году. Фанатка поделилась историей своей матери, которая встретила Намджуна в новогоднюю ночь. Во время обратного отсчета Нового года моя мама, которая пошла волонтером готовить рисовый суп и рисовые лепешки для солдат возле воинской части моего брата, сфотографировалась с одним из участников BTS. Она спросила меня, знаю ли я кого-то по имени Ким Намджун, и выяснилось, что этим солдатом на самом деле был наш Намджун. Год у мамы начался счастливо. Я надеюсь, что она сохранит эту положительную энергию и что вся наша семья останется здоровой в 2025 году. Давайте просто поговорим об этом Тэхёне.
Бесконечное спасибо шоу за такого Чангука. Бесконечное спасибо Южной Корее за него. В новостях сообщается, что BTS должны были получить 7 миллиардов вон, или 4 миллиона долларов, за свой концерт на Всемирной выставке в Пусане. Но правительство Южной Кореи обмануло их, заставив не только выступать бесплатно, но и взять на себя все расходы по организации концерта. Правительство также обременило BTS организацией всего процесса. Первоначально правительство предложило место с плохими мерами безопасности для проведения массовых мероприятий, что представляло угрозу для безопасности фанатов, в результате чего BTS также взяли на себя ответственность за организацию нового места, в конечном итоге Estadio Xayshet в Пусане. Мошенничество выглядит еще более ужасающим, если принять во внимание ужасные усилия правительства в отношении заявки на Всемирную выставку в целом, возложение ответственности за ее продвижение и огромные надежды общественности на BTS. Здесь стоит вспомнить, что экономический подъем от Всемирной выставки сравним с проведением Олимпийских игр или континентальных чемпионатов по футболу. На это корейская общественность возлагала большие надежды. Taekwook Aura. Давайте просто вспомним эту булку в новогодней шапочке. Версия с Тэхёном. Помните, как Намджун сказал, что Taekwook — это один и тот же человек, но с разными именами? И в чем он не прав? Чу Идол. Ким Тэхён занял первое место в еженедельном опросе. Спрашивали, какой мужской кумир вы хотели бы вместе послушать полуночный звонок в канун Нового года. Это его 116-я победа подряд. Он такой милый с этими кудряшками. She like a song played again and again. That girl like something off a poster. That girl is a dime, they say. That girl is a
Давайте просто вспомним эту булку в новогодней шапочке. Версия с Чангуком. Тэхён всегда такой милый и разный. Статья. Что ожидать от BTS, которые вернутся из армии через считанные месяцы? Одним из самых ожидаемых событий 2025 года станет окончание военного перерыва группы. Оставшиеся 5 участников группы должны завершить обязательную службу к июню. Однако остается вопрос, возобновит ли группа сразу свою деятельность в полном составе. На данный момент Джин и Хосок уже завершили свою военную службу. Джин, первым отправившийся на службу, был демобилизован 12 июня 2024 года. Хосок завершил службу 17 октября 2024 года. После демобилизации Джин выпустил свой сольный альбом «Happy» и активно участвует в различных развлекательных шоу. Хосок тоже не сидит сложа руки. Он бросил первый символический мяч на корейской бейсбольной серии 2024 года и появился в шоу «I Live Alone». Оставшиеся 5 участников должны вернуться в июне 2025 года. Прошлое и будущее активности. Последний альбом группы в полном составе, антология Proof, был выпущен в июне 2022 года. С тех пор участники сосредоточились на сольных проектах, добившись впечатляющих успехов. Чимин и Чангук возглавили Billboard Hot 100 с хитами Like Crazy и Seven, а альбом Yoongi занял второе место в Billboard 200. Хосок стал первым капоп-артистом, выступившим хедлайнером на Lollapalooza. Несмотря на перерыв, BTS свели его влияние к минимуму, выпустив заранее подготовленный контент и альбомы в период военной службы. Такой стратегический подход помог сохранить силу бренда, а их возвращение в полном составе обещает произвести значительный глобальный эффект. Планы на будущее. Участники BTS выражают желание вновь воссоединиться. На церемонии награждения Mama Awards 2024 участники намекнули на будущее группы, заявив: «Я уже в предвкушении, думая о том, какие песни и выступления мы подарим после возвращения. Ждите нас сильнее и лучше, чем раньше». Компания Hype также выразила надежду на активность BTS в полном составе в 2025 году. Однако в недавнем отчете о доходах компания отметила, что планы на 2026 год все еще обсуждаются, что говорит о сдержанном подходе к организации возвращения группы. Переход BTS в статус группы, завершившей военную службу, вызывает огромный интерес. Их возвращение может стать переломным моментом для всей поп-индустрии. Однако для того, чтобы оправдать ожидания, важно тщательно подготовиться и урегулировать существующие проблемы. Самое лучшее средство от всех проблем в этой жизни. Чангук в милых шапочках, моя Римская империя.
Ревность зашла в чат, но потом произошло это. Всем фетишистам здоровья. Наш хаотичный мальчик на лайвах. Самый очаровательный, для избранных целовательный, шрамик в мире. Понимание с полуслова, доступ в личное пространство, забота, глаза-сердечки, признаки влюбленной парочки. Это любовь в глазах. Второе место. Это так интимно. Чангук всегда наблюдает за Тэхёном издалека и улыбается, как сумасшедший, как будто он снова влюбился. А когда Тэхён ловит его взгляд, он просто смотрит вниз, а затем смотрит в другую сторону и продолжает улыбаться. Чангук один и рядом с Тэхёном. Первое место. Чангук буквально тает рядом с Тэхёном. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.